Всех приветствую на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Меня давно не было на канале, и на то было много причин, но сейчас я с вами, и мы будем шить подарки к Пасхе. Из бумаги вырезала вот такой шаблон. По виду напоминает яйцо, по размеру это страусиное. Но у каждого свой любимый размер. У меня это 17 на 22. По шаблону вырезала несколько деталей. Нижняя деталь будет из ткани, затем фланель. Дальше может быть деталь из синтепона, может быть из ватина. У меня это слимтекс. И верхняя деталь тоже будет из ткани, но с верхней деталью мы будем фантазировать. Вырезала из яркого трикотажного лоскутика такую полоску, слегка закруглила края, подобрала контрастную тесьму, приложила так, чтобы тесьма лежала на полоске по верхнему и нижнему срезу. Осталось проложить строчки по тесьме, и у нас соединятся все детали. Ну вот, я пристрочила и теперь окантовываю косой бейкой. Ширина бейки 3,5 сантиметра. Окантовку начинаю с вершины нашего изделия. И вот бейка пришита. Я оставила один конец бейки длиной где-то 10-11 сантиметров и завернула ее в такую петельку. Так она выглядит с изнанки. И такого же плана, в смысле оформления, еще одна прихватка. Здесь цветную среднюю полоску я сделала уже, но зато дополнительно пришила отделочную тесьму. И петельку я здесь тоже пришивала отдельно. Следующий вариант пасхальной прихватки будет без пришивания косой бейки. Берем деталь из фланели. Сверху тонкий наполнитель. Если у вас достаточно толстый ватин, можно обойтись только ватином. У меня есть лоскут трикотажный ярко-желтого цвета. Его я накладываю на середину. Из бумаги вырезала 2 шаблона с зубчиками. И вырезала таким образом, чтобы эти шаблоны заходили на желтый лоскут, чтобы нижние детали не проглядывали. И по этим шаблонам я вырежу детали из ткани. И затем, наложив на основную деталь, пристрочу к основной детали вот по этим ломаным линиям. Пристрочила и срезаю лишнее. Из бежевой ткани я вырезала вот такую штучку и пристрочу ее сюда мелким зигзагом. Ну вот, это клювик, он на месте. И теперь пришиваем маленькие пуговки. Такое чудо у нас получилось. Дальше я сшила вот такую тесемочку, которую приколю вот в этом месте. Это будет у нас петелька. И дальше накладываем лицевой стороной нижнюю деталь и пристрачиваем по периметру, оставив отверстие для выворачивания. Так вот я прошила, и теперь подрезаем припуски. И выворачиваем через оставленное отверстие. Так, аккуратненько выдвигаем
швы. Отверстие я буду зашивать вручную. Так, вот я зашила отверстие для выворачивания. И вот такая чудесная пасхальная прихватка получилась. В дополнение к этим. И у меня есть еще несколько пасхальных идей, которыми я намерена с вами поделиться. Печем куличики. Я покажу вам два варианта, которые будут принципиально отличаться друг от друга. Использовать буду вот эти ткани. Сначала кулич нарисуем на бумаге. Я скажу вам свои размеры. Вот по высоте 21,5, в широкой части 17,5 и в самой узкой части в основании 13 сантиметров. У вас могут быть свои размеры. Я вырезала шаблон, он мне пригодится не один раз. Вырезала из однотонной ткани полную деталь, и я на ней расчертила равномерные линии. Такого же размера я вырезала деталь из ненужной ткани, утеплитель такого же размера. У меня это слимтекс, он тонкий, я положила очень тонкий слой синтепона для пухлости. И вместо наполнителя можно взять драп, ватин, фланель или байку. В общем, выбор не маленький. По прочерченным линиям я сделаю стежку, тем самым соединяя все детали. Я простегала. Строчки придают декоративности. А на бумажном шаблоне дорисовываем кулич. Вот такие фестоны. Можно вырезать с этого шаблона, но я сделала отдельную выкройку. Это будет верхняя часть кулича. Вырезать я буду вот из этой ткани. Это хлопковый трикотаж. К основной детали я ее пришила швом зигзаг. Приготовила вот такую тесьму для петельки. Я ее приколола таким образом. Теперь я накладываю лицом к лицу нижнюю деталь, выкроенную из фланели. И сострачиваю по периметру, оставляю незашитым небольшой участок в нижней части. Это будет отверстие для выворачивания. Прихватка готова. Отверстие для выворачивания зашила вручную. Так она выглядит с нижней стороны. И по такому же методу я сшила еще одну прихватку. Она получилась наряднее. И для второго варианта я приготовила основную деталь так же, как и в первом случае. А вот верхняя деталь у меня состоит из двух слоев ткани и очень тонкого слоя синтепона. Хотя можно обойтись и без него. Я делаю насечки в уголочках фестонов. Так, только не разрезать шов. И здесь можно тоже сделать небольшие насечки, хотя припуск здесь очень маленький. Можно и не делать. И теперь я аккуратненько эти фестоны выворачиваю. Ну вот я заутюжила. Выглядывающий синтепон я срежу. Прикладываю к основной детали. Накладываю лицом к лицу нижнюю деталь. Скалываю. И, как и первую деталь, сострачиваю по периметру, не забыв оставить внизу отверстие. Вот, девочки, я прошила. Прошить-то я прошила, а про петельку я забыла. Но мы это сейчас исправим. В это отверстие вставлю петельку петлей вовнутрь. Вот таким образом. Ну и все, сейчас застрочу. Прошила, вывернула, зашила
отверстие, и прихватка готова. Предполагается, что она удобнее, но это дело вкуса. Здесь внутрь можно использовать какую-то ненужную ткань. И по времени она шьется не дольше, чем вот эта прихватка. Получились вот такие нарядные, праздничные текстильные куличики. В дополнение к ним текстильные яйца. Но мы же знаем, что прихваток много не бывает. Еще вот такие прихватки по форме, напоминающие яйцо, то есть это тоже пасхальные прихватки. Шила я их в технике Crazy Quilt. Техника всем знакомая. Если сегодняшнее видео вам понравилось, и если оно хоть немного оказалось вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, и пишите комментарии. А я поздравляю вас с наступающим праздником Светлой Пасхи. Желаю вам доброго здоровья и хороших новостей.